Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Юрий Сытник на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Приветствую вашу аудиторию. Ну что, ночка выдалась знатной, потому что часовые пояса. Зеленский встретился с Трампом. Непонятно, кушали, не кушали на этом обеде, но изрядную порцию, собственно, заявлений мы получили. Перевариваем. Как вам видится, чего добился Зеленский этой поездкой? Ведь если так подумать, то заявление Трампа или его пост о том, что все, хватит, давайте останавливаться по линии разграничения, и потом это вербальный был призыв о том, что все, иначе потом будет слишком сложно, с одной стороны, выглядит потужно. Но с другой стороны, выглядит так, что Трамп отмахивается от Зеленского. Он подтрунивал над ним. В общем, ничего не дал. Сейчас издания пишут разные материалы, из кулуаров, о том, что ничего не получилось. Ну и Зеленский, собственно, из того, что он мог бы выиграть, из тех карт, которые мог бы получить от этой встречи, разве что это возвращение к тезису «а давайте прекращать огонь, как есть, и садиться договариваться». То есть все понимают, что прекращение огня с точки зрения военной выгодно прежде всего Киеву и Западу, потому что Западу надо раскошелиться изрядно, Киеву нужна передышка, и все это четко понимают. Однако куда-то затерялся и где-то подевался этот тезис о том, что сначала нужно обо всем договориться, а потом останавливаться. Противоречит ли одно другому или подкрепляет условно одно другое? И получается, что о том, как договариваться, не где останавливаться, а как останавливаться, будут говорить в Будапеште. Что думаете? Знаете, прошел год так называемого плана победы Зеленского. Помните, о чем тогда говорили? И если сравнить о том, Юрий, о чем говорили тогда... Вы страшный человек, у вас хорошая память. Продолжайте, пожалуйста. Память не очень хорошая, но, знаете, иногда смотришь ретроспективу того, что происходит, и сравниваешь. Если мы сравним то, о чем говорили тогда, и те посылы, и то, что сейчас, мы уже очередной раз убеждаемся в том, что слова политиков, они не имеют никакого веса в нынешнем изменчивом мире. То есть они меняются постоянно, почти каждый день. Кстати, риторика Трампа о том же, А что касается того, что получил Зеленский, он не ездил что-то получать. То есть это опять-таки была пиар-акция, которая была рассчитана на, скажем, получение томагавком, на то, что будет вырыт с земли топор войны, томагавк, топор вырыли с войны, вырыли этот топор войны, и дальше начинаем о чем-то договариваться с такой очень странной формулы. Это мир через силу. И мы демонстрация мира через силу. К сожалению, жители Украины это ощущают в разных регионах, но каждую ночь. То есть разрушение энергетического сектора, инфраструктуры и так дальше. Последствия, скажем, ударов Герании, БПЛА, разных ракет и так дальше. Это мир через силу. А что касается договоренностей, которые были тет-а-тет за кулисами, это совершенно другая уже, скажем, это другой вопрос, тот, который мы сейчас, решение которого или движение в направлении, в каком-то направлении мы увидим. Ибо Трамп четко сказал, обозначил очередной какой-то дедлайн, на следующей неделе все увидим. Но тут еще надо вспомнить о том, что мы еще увидим о том, что будет и какая будет происходить, или будут происходить какие-то изменения в Китае. Ибо исключение из партии 9 высокопоставленных генералов, соратников Си Цзиньпиня, буквально перед партийным пленумом, это сигнал. Это очень такой сигнал тревожный, в плане тревожный, не в том плане, что он нас должен как-то беспокоить,
это дела Китая, но тем не менее позиция Китая, она же очень сильно влияет на вот эту всю конфигурацию договоренностей. И если представитель МИД Китая четко обозначил, что приветствует вот договоренности Трампа и Путина и готовность там прекратить конфликт, то изменится ли эта позиция или останется она после партийного пленума, после того, как после, будет ли влиять на, вот, на решения какие-то на китайскую политику вот эти отстранения и вот внутренние там какие-то процессы, которые происходят. Да? Нам это понятно, что Политбюро Китая это закрытая система для сторонних глаз, да, и ушей. Но, тем не менее, мы видим, что что-то происходит. И вот это тоже будет непосредственно влиять на исход переговоров и вообще на позиции сторон. Нет, ну тут, если брать вот эту рамку, то, конечно, потому что, то есть мы-то берем вот этот вот дорожку, да, вот этот вот сегмент, только часть этого пазла, в каком смысле? В том смысле, что, ну, в общем, встреча с Путиным, да, а потом уже будет встреча с Си Цзиньпином. Ну, то есть, вот такая вроде как хронология. Мы еще точно не знаем, потому что там фигурирует неделя, две, то есть, да, непонятно. Но, тем не менее, там же встреча с Путиным, потом с Си Цзиньпином. Понятно, что Трампу нужно закончить войну или каким-то образом договориться, или, в общем, сделать максимум на этой встрече с Путиным, чтобы ехать в Китай уже без вот этого сегмента. Хотя там целая палитра разных вопросов, я тут с вами согласен. А вы берете, получается, еще шире, да, вот, а что Китай? Вы надеетесь, что, условно, генералы отстраненные – это знак того, что Китай становится на мирный трек и, в общем-то, будет проще и легче общаться с Трампом. Но если так смотреть, и однозначно понятно, что Россия не Китай, и Китай далеко не Россия, и, ну, это как бы разные там уклады, но принцип же тот же. Россия, когда чистит генералов, это только укрепляет непосредственно, ну, их позиции в войне. Это только придает нового импульса, да, в тех или иных решениях. Вполне себе вероятно, что, ну, то есть Китай тоже так себя может повести, и когда все говорят о стальном дикобразе Украина, ну, тоже может занять круговую оборону. Китай как бы за словом в карман не лезет. То судно может протаранить, то там учения проведет, то парадом унизит американскую сторону. Ну, понятно, противопостояние там это существует, оно очевидно, и никто не спорит. Но дело в том, что Китай сейчас не в состоянии войны, а вот все были уволенные генералы, это, скажем, не во время войны, а, возможно, в преддверии какой-то войны, но, тем не менее, это все политические фигуры, ибо там, вспомним Советский Союз, да, все члены партии, если ты не член партии, там-то тебе карьера никакая не светит. И поэтому тут понятно, что вот эти увольнения – это какой-то сигнал о том, что что-то происходит. Мы там можем угадывать, догадываться. Вот, но если это что-то происходящее приведет к изменениям какой-то внутренней конфигурации, это же повлияет и на все внешние, скажем, треки, которые существуют. И плюс уволены генералы, а главное противостояние сейчас идет по линии экономики, по линии торговли, по линии там взаимных, скажем так, взаимного шантажа, в том числе там ограничения Китая по редкоземельных там металлах, по полупроводниках, там, по других там технологических каких-то вещах. Соответственно, встречные меры, которые декларирует или демонстрирует Трамп, то есть вот этот фактор, он очень мощный, да, ибо правильно вы сказали, что мы рассматриваем один пазл, а вот это все вмонтировано в конструкцию, очень динамическую конструкцию. Эта конструкция сейчас работает по определению формата нового мирового порядка, о чем уже не конспирологи говорят, а вполне респектабельные политики открытым текстом. Поэтому тут слишком много неизвестных, а вот то, что вы сказали, что Трампу надо, наверное, с чем-то закончить одно, чтобы перейти к другому,
Да, но мы как видим, что не получается. Вот по Газе вот вроде мир, но тем не менее там далеко еще до реального мира. Там не все гладко, Хамас еще, скажем так, не выкурил свою последнюю сигарету, да, как в известном кино, не сказал свое последнее слово. Трамп там какие-то угрозы сыплет, если Хамас там не будет слушаться, там, мы там с ним еще разберемся. Тут Венесуэла, там вопрос Мадуро, который тоже там как бы Штаты занимают жесткую позицию в этом отношении. И понятно, что вроде бы логично, логика есть, что надо Трампу сначала разобраться с одним и потом пробовать разобраться с другим, ибо слишком много всего. Но пока я не вижу предпосылок, что именно так будет происходить. Еще раз говорю, на Ближнем Востоке еще ничего не закончилось. Там военные действия с Ливаном продолжаются, что до сектора Газа там вообще непонятная какая-то ситуация, да, собрались все лидеры, Трамп попиарился, там остановил там очередную восьмую войну, вот, но оно ничего не остановлено. Так что какая-то точка, очередная точка кульминации, конечно, она приближается. И вот мы всегда так движемся по какой-то волне, да, и вот мы опять на подъеме какой-то волны. И после прохождения этой волны, возможно, направление какое-то изменится. Но если вернуться к нашим реалиям, да, к реалиям украинско-российской войны, которую никто войной не называет, да, напомню, да, у нас говорят про украинский кризис, там, еще как-то другими словами, там, но никто не называет вещи своими именами. Это война, полноценная война, а не какой там СВО, тем более там у нас четко в Украине тоже разграничено в Конституции военное положение, состояние войны. Да? То есть мы де-факто в состоянии войны, а де-юре мы в военное положение. Совершенно разные вещи. Но это, опять-таки, отдельная тема. Но что касается возможной договоренности, они все упираются в территориальный вопрос. Да, помните, квартирный вопрос их испортил, да, из классика. Да? Так вот, территориальный вопрос испортил все перспективы какого-то реального мира. Ибо как-то вяло отреагировали в свое время европейские политики, тот же господин Байден, на то, что произошло осенью 2022 года, а именно принятие в состав Российской Федерации 4 украинских областей. Ибо тогда было понятно, что никакой украинский здравомыслящий политик ни при каких условиях не откажется от украинских территорий в такой, скажем так, способ, который не соответствует международному праву никоим образом, не согласится на то, что вот это российские территории. Соответственно, после принятия Госдумы этих территорий в состав России, мы получаем уже заведомо четко предмет конфликта, который тоже не решается дипломатическим путем. Ибо ни один российский политик не откажется от того, скажет, не, давайте мы отдадим Украине это все обратно. Да, зачем Подождите, тогда это почему не решается дипломатическим путем? Ну, нам же Трамп четко показывает, смотрите, Азербайджан, Армения. У нас же любят вспоминать Азербайджан, давайте будем как Азербайджан, в смысле того, что сейчас остановимся 30 лет или 20 подождем, а потом возьмем свое, когда придет время, рак на горе свистнет, и, в общем, научим наших деток воевать, они вырастут, станут такими мощными бойцами, плюс технологии, плюс там еще что-то, будем копить силы, потом молниеносный удар и, в общем-то, заберем назад. Ну, есть такие голоса, они звучат в Украине. Но, по большому-то счету, то, что произошло с Карабахом, это... Извините, да, там постреляли немного, но это по большому счету тоже дипломатия. Ну да, Армения как бы уступала, ну ничего страшного. Вышел Пашинян, сказал, я уступил, но я сохранил Армению. То есть вполне себе как бы договариваться можно. Тут же очень интересный момент, с которого я начал, и который я хочу вот продолжить в ракурсе территории. То есть Трамп говорит, остановитесь сейчас, пускай вернутся назад к семьям солдаты, ну, то есть все, то есть стоп-игра по линии разграничения. Но это ведь только часть сделки. То есть нам Трамп говорит, Зеленский, там, сделку давай. Окей. Так, а следующие пункты сделки какие? Ведь тут же, смотрите,
принципиально важный момент. Зеленский поднимал вопрос о гарантиях безопасности на встрече с Трампом. Он так интересно говорит: я журналист. В общем, этюд журналист и реалист. Журналист спрашивает: ну так дадут вам томагавки? А он так говорит: я реалист. И каким-то таким полуистерическим, идиотским смехом разразился Зеленский. Ну, как-то странно он посмеялся на этот счет после фразы «я реалист». Ну, то есть, дал понять, получается, что это все игра, вот это вот все мишура с этими томагавками. Никто их и не давал, и давать не собирался. А это так вот это ездили просто для проформы. Даже Марьяна Безуглая пишет о том, что, погодите, а кто встречался с оружейниками в Америке? Ну, вот этой делегации. Там Ермак, Келлог фотографировался, да? Ну, Умеров. А где Минобороны? А где Минстратегпром, который к Минобороны относится? Короче, это все так. Ну, то есть, это все на камеры, это все водится. То есть, ерундится. Ну, то есть, если они действительно хотели там какие-то контракты, чего-то где-то, ну, без Министерства обороны тут не обойдется. А так они просто встретились шапочно по верхам, лишь бы встретиться. Так вот, вторая часть сделки какая? Вот это же тоже очень интересно. Говорит: дайте томагавк, мы вам дронов насыпем. У нас много. Ну, то есть Зеленский буквально на публичной открытой встрече. Да? И одна часть сделки, окей, это, например, остановиться по линии боевого соприкосновения. Давайте так. Сейчас много голосов. Вот это России невыгодно, это вот это все, это то. Понятно, что это все будут выдавать за победу Украины. Понятно, что за поражение России. Все понятно. Но по сути, с точки зрения вот этого этапа войны, да, Россия все равно в дамках. Тут немецкий журнал эти карты рисовал. Так там, извините, очень хороший кусок Испании, если в соотношении, что захватили россияне. Приличный кусок Германии. Ну, там таких стран достаточно нормально. Так вот, как бы это тоже можно подать за победу. Все могут объявить себя победителями, говорит Трамп. Вторая часть сделки какая? В обмен на что будет вот эта остановка? С одной и с другой стороны. Как вам видится? Ну, во-первых, я еще заметить, что, да, действительно, странная конфигурация делегации, встречи, о том, что подметила Марьяна Безуглая, но, тем не менее, Зеленский встречался, как бы, то, что я читал, да, что он встречался с оружейными компаниями. С представителем Lockheed Martin, с представителем компании, которая выпускает томагавки, то есть встречи были. Ну, он как бы верховный главнокомандующий, да, и тут, конечно, тогда присутствие министра обороны вроде не обязательно. Но это такое, да, давайте вспомним, что эти компании, они же, как и многие другие американские компании, их главными акционерами являются BlackRock, Vanguard, которые тоже между собой повязаны акционерным капиталами, то есть те структуры, которые потом собираются зарабатывать на восстановлении Украины. То есть это фактор денег, которых мы вспоминаем, но которых мы иногда забываем, ибо политика, как говорят классики, продолжение экономики, а война продолжение политики другими методами, поэтому все-таки зри в корень, то есть зри, кому это выгодно. Вот, это первый момент. Что касается второй части вот вопроса, а вот какая там другая часть сделки, то тут не то, что другая часть сделки, я бы немножко по-другому даже это сказал, что вот это отправной пункт. Отправной пункт, ребята, давайте жить дружно, то есть давайте прекратим стрелять. Вот то, что говорит Трамп. Давайте прекратим, то есть это давайте заморозим конфликт. Опять-таки, уже не первый год, я во всех интервью постоянно говорю, что реальный путь к миру, вот эти не формулы там какие-то и так дальше, это заморозка конфликта. Ибо территориальный вопрос не решаем сейчас в каких-то переговорах. То есть он очень сложный, да, Зеленский, кстати, об этом тоже уже публично признал, он не решаем. Значит, его надо отложить в сторону. Это не новое, это уже звучало не единожды с различных площадок, в этом разные политики на разных уровнях говорили о том, что вот давайте прекратим стрелять, будем договариваться. И вот это предмет торгов, ибо чувствуя уверенность на поле боя, Путин демонстрирует вот эту уверенность, вот насколько она там оправдана, неоправдана, там территории, сколько территорий захватили, это все условно, да, ибо захватили, а что дальше?
Вот в Донецке как проблемы с водой и другие проблемы, они не решаются. Не решаются. А как будут решаться проблемы вот на этих территориях? Что эти территории дадут России? То есть, территория – это такой один из вопросов. Да? И вот если этот вопрос оставить в сторону, Не, тогда смотрите, начинает... подождите. Что дадут России? Они уже дали. И внутреннее море Азовское. И тут же тоже очень важный момент. Мы все забываем о людях. Все забываем о людях. Я, с вашего позволения, позволю вам возразить. Смотрите, если мы все остановим... Вот это же ключ. Все думают, мы уже настолько слушаем Трампа долго, что можно уже находить ключики к его выражениям. Он говорит, давайте остановимся, а история рассудит. Да. История рассудит. И вы же понимаете, какая страшная вещь в этих словах, сказанных Трампом. Если мы сейчас все остановим, да, в любом случае начнется какая-то договоренность, да, там и по воде, и по свету, и по газу, и по всем этим моментам. У Украины колоссальный урон. У Украины сейчас МВФ приходит, говорит, давайте врубайте печатный станок, инфляцию, потому что, простите, на вас не напасешься. Вам вот это кредиты выписывать, кредиты по 10-му кругу. То есть, и Россия, которая вот это все, да, военка, да, там очень тяжелое положение. Ничего страшного, подлатают заводы свои НПЗшные, вот эти все, скажем так, процессы наладят. И, понимаете, мы изначально попадаем в эту ловушку истории, когда люди будут смотреть через окоп, условно, при тишине, а люди быстро включают мозги, люди быстро находят, где выгодно, люди быстро находят, где сделать деньги. Мы это наблюдали, после вот этого Минска, да, Минска-2, да, вот будет такой общественный Минск-3. И люди будут сравнивать коммуналку, оплату труда, кто чего восстанавливает, да, то есть восстанавливает конкретно объекты, территории. И плюс, конечно, гуманитарная сфера. И это все в комплексе нам как бы преподнесет очень интересные выводы о том, так как кто что, в общем-то, победил и кто выиграл, да, украинец на украинской стороне или украинец на той стороне. И вот это, в этом же загадка вот этого ключика, этого выражения. Давайте остановимся и посмотрим, что будет дальше. Это тоже окно возможностей. И тут, если мы подведем экономические расчеты, идеологические расчеты, давайте возьмем 10 лет, условно. Завтра останавливается и 10 лет. А как будет Украина? А за счет чего ей, собственно, да, переигрывать в модели, в государстве, в экономике, ситуацию на подконтрольной территории и неподконтрольной? Я тут как бы не вижу каких-то противоречий между тем, что я говорил, то, что вы говорите. Знаете, когда-то история, когда женщина, которая приезжала к своим родным с территории временно оккупированной, когда это еще можно было, да, ее родные там уехали в Ужгород, она не могла бросить свою мать, но она была настроена проукраински. Она, по ее словам, таких там было, это в Луганской области, село в Луганской области, таких там было 20%, да, вот населения. Еще какая-то сейчас была, им было все равно, да, то есть была бы хорошая коммуналка, было бы хорошие зарплаты там и так дальше, то есть без разницы под каким флагом. Вот, и еще там большая часть это те, которые были настроены пророссийски, да. И вот то, что она рассказывала, что вот когда заходили войска, то есть когда заходили регулярные части российской армии, то есть они вели себя так, скажем, более-менее достойно, да, то есть не было никаких там особых проблем. А вот когда заходили ополченцы с территории ЛДНР, те себя вели очень агрессивно. То есть, наверное, из-за того, что это, кажется, свежие раны, да, или как, но они занимались буквально вандализмом. Их раздражало то, что там был какой-то обустроенный в селе ФАП или там нормальная школа. То есть они просто это все громили, да. Вот это было на таком уровне. Это я к тому, что различные люди остаются, и оценки тоже очень различные. Много кто, те, которые уехал, они считают врагом Россию, которая начала уничтожать, скажем, своих же русских, да,
это те люди, которые считают себя русскими. Многие винят в этом Украину и украинскую политику. Конечно, в какой-то мере и те, и другие правы в том отношении, что действительно ничего общего с интересами русских вот это СВО не имеет, это мое мнение. Это интересы геополитики. И другие правы в том, что, конечно, политика нашей власти, которая вообще призвела к возможности такого явления, так называемого СВО, то есть которая подвела Путина к возможности полномасштабного поражения, на этом тоже вина украинских политиков. Я не говорю сейчас о действующей власти, а предыдущей в том числе и ранее. То есть, поскольку противопостояние, разрыв мозгов украинцев между русским миром, так называемыми западными ценностями, вот эти два псевдополюса, вот этот разрыв, он очень себя уже конкретно проявил во время событий, которые назвали лицемерной революцией достоинства, ибо никакой революции не произошло, смены системы не произошло, а вот эти жертвы и принесение в жертву мирных людей, никакого достоинства в этом не было. Система-то не изменилась. Изменилась риторика. И вот эта риторика, которая сейчас доминирует, после того, как Зеленский с президента такого, он шел как президент мира, да, он же за русский язык, он же публичные его заявления никуда не в Ютубе полно, да, где-то в сети их. Да, его позиция, которая была, который был договариваться, там, чуть не наставать на колени, там, ну и так далее, и так далее. Все это мы помним. Да? Сейчас изменилась риторика. Сейчас риторика Зеленского – это полный армавир. Армия Мовавира – это риторика Порошенко, только еще скажем так, наполнена вот этими... Да. Усугубилась войной, да. Это все, да? Усугубилась войной, да. И вот когда, возвращаясь к тому, что вот первый этап, да, заморозка, а дальше возникают другие вопросы. История рассудит, да, вот история у нас же дама очень продажная. У нас что в истории, современной истории закреплено скажем, в Украине, в современной истории? Революция достоинства. Ну, вот сколько ты об этом не говори, не пиши, на этом много на меня за это, скажем так, многие не любят и определили миротворцы, там другие там вещи, которые не любят наши политики слышать о том, что, ребята, давайте называть вещи своими именами. Это не было никакая революция. Не было в этом всем, что происходило достоинство. Это трагедия. Да? Любая революция – это трагедия. Вот как Тальков пел, да, истребили цвет нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отмывает позор. Вот. А у нас история совершенно другой. Уже у нас во всех учебниках, да, революция достоинства. Если мы возьмем Россию, а там то же самое, еще хуже. Это вот победобесие. Извините, за кого-то это, может, раздражает, но вот это ну, как бы сакрализация войны, да не было в этой войне ничего, никакой правды. Это тоже были глобальные там свои терки, которые происходили. Рекомендую почитать книгу Николаса Хаггара «Исследование синдикат», как он описывал, как финансировали, банкиры финансировали одни западную военную машину, другие Советский Союз. В том числе Ленд-Лиз, из-за которого, ну, благодаря которому, наверное, во многом как бы это пошло в копилку победы. Вспомним Никулина книгу «Воспоминания о войне», где он описывал реалии войны. Это ведь разные вещи, подождите. Ну, почему? Это то же самое. Нет, я объясню. Вся идеология России вот на этом построена. Смотрите, я понял. Вы говорите сейчас об идеологических стержнях. Да? Я там, да, по поводу идеологических стержней Майдана, то, что нужно было замять, оттереть позор и, собственно, позор крови, которая пролилась. Да? Потом же, это же был как бы и 2 мая в Одессе, это же все такие последствия Майдана, да, и вот это АТО, которое объявил Турчинов, это когда условно солдаты пошли там на Донбасс, да, условно. Понятно, что там на Донбассе поддерживали тайно, полутайно там агенты, спецура где-то из России, но воевали там, ну, такие же украинцы. То есть
бывшие гражданские, которые стали ополчением, еще кем-то. То есть тут понятно, что идет вот это противостояние. И это медицинский факт. На вчера гражданских, сегодня взявших оружие, пускай там даже Россия подсунула это оружие, да, идут регулярные войска, вот это называется АТО, которое нельзя... нужно было предотвратить кровь на Майдане, нужно было предотвратить, собственно, вот это убийство, да, когда вся страна идет на один регион, нужно было садиться договариваться. Причем ездили же, договаривались, пытались. Ну, там всякие депутаты, группы переговорные составляли. Это понятно, вот вы говорите о таких ошибках. Но тут же смотрите, в чем дело. Разница-то в чем? Большая разница. Одно дело, я понимаю, что вы говорите там о подводных камнях, вот этой даже Второй мировой и Великой Отечественной. Но тут же в этом-то и разница. Вы говорите о подводных камнях Второй мировой, а для народа украинского, белорусского, всех остальных, да, которые были в одной стране, это ведь Великая Отечественная. В этом разница, что во Второй мировой были вот эти, ну, скажем так, подлоги и, в общем, все остальные вещи. А вот в Великой Отечественной тут уже, простите, тут немец идет, там, да, вагонами землю из Украины вывозят, уничтожают, подрывают там Днепрогэс, взрывают там разные, скажем, объекты, уничтожают население, истребляют. Вот тут другой момент. И вот здесь я просто хочу, чтобы была как бы разница. То есть, что больше походит на идеологический стержень? Вот эти исторические события, или, ну, собственно, сконструированный госпереворот со сменой власти. Ну, то есть, пускай даже под там идеями, ведь люди там действительно выходили на Майдан вначале, многие, которые хотели лучшей жизни, хотели, ну, хорошего. Вот хотели хорошего, получили как всегда. Знаете, вот вы привели пример, как немцы там приходили, там вот что-то уничтожали, землю вывозили, да, и ну, а что делает Россия? Не то же самое сейчас. То же самое, уничтожается предприятие, вывозится предприятие, демонтируется то, что происходило там даже в составе того же АТО. Тут дело в другом. Вот вы говорите о том, что это была Великая Отечественная война. Вот здесь именно и кроется вот эта вся большая ложь об этой войне. Ибо это была война, противостояние двух империй, которая подогревалась большими деньгами. И результат этой войны было изменение финансовой системы. Вот результат нынешней Третьей мировой, которая, я считаю, уже идет, и о чем писал еще с 2013 года. В 2014 году об этом проговорился тогдашний папа римский, да, он сказал, что Третья мировая уже идет. Так вот, результатом Третьей мировой должна быть тоже новая финансовая система. Вторая мировая война закончилась, де-факто закончилась уже в Бреттон-Вуде в 1944 году, когда мир принял новые условия финансовой системы. Дальше уже была инерция и соответствующий результат, который был каким-то образом смоделирован. Да, и а где здесь Великая Отечественная война? Вот если взять каждый регион Украины, там это совершенно по-другому было. Вот если взять Западную Украину, тут было тоже по-другому. Ибо все было очень, скажем так, непросто в отношениях с советской властью, которая пришла на западную территорию. До этого было все очень непросто, все очень было сложно с поляками. То есть главным врагом украинского крестьянина на этих территориях был польский пан. То есть это, как бы, это знаю не из учебников истории, а вот рассказывать даже очевидцев еще, с которыми довелось пообщаться на эту тему. Вот. И не все встречали плохо советской власти. Нет. Мы же посмотрим фотографии, есть фотографии о Львове, как радостно встречали советские войска. Также фотографии, как радостно встречали немецкие войска. Ибо часть населения Западной Украины, сейчас говорю о Западной Украине, ибо то, что я знаю, скажем так, не из учебников, да. Так вот, часть населения была ориентирована на то, что придет Советский Союз, да, и вот будет свобода крестьянам, будет, мы же помним все эти коммунистические лозунги, которые были, да.
Вот, и ждали этого как освобождение от польского ига. Была другая часть, которая знала о том, что происходит на территории Украины. Это те же голодоморы, это те же процессы против, скажем, националистов, против тех, кто выступали за Украину, зачистка вот этого всего сегмента, которое происходило на Большой Украине. И вот воспоминания атамана Бульбы-Боровца, которого у нас не вспоминают, у нас делали культ из Бандеры, но как про меня, Бульба-Боровец, он на голову выше. Как политик, как деятель, который действительно оставил интересы Украины, пытаясь договориться со всеми, и с советскими войсками, и с немецкими, и с поляками. Это он делал публично. Он говорит, мы за Украину, но надо договариваться, мы понимаем реалии. Вот, но о нем не вспоминают. Поэтому вот это все, оно в памяти. Как бы, и идеология на этом вся основана. Вот, знаете, вот я когда-то удивлялся, был такой, есть, наверное, сайт «Око планеты», когда-то еще там лет 20 назад или 15 смотрел, и вот там иногда была такая интересная информация какая-то, вот почитывал его. И меня всегда удивляла такая иконка со стороны о победе в Великой Отечественной войне. Вот как бы вот это все держалось, зыждилось на этом. И вот эти бессмертные полки и так дальше, все понятно. Но дело в том, что в реалии за что эти люди умирали, это ж потом уже создали вот эту всю мифологию. Нет, подождите. Мифологию Великой Отечественной войны. Смотрите, то есть... Дело в том, что не было в ней правды. Это были интересы глобальных игроков. Вот тут мы заходим от материалистического в идеологическое. Да. Как бы теория нацизма и победить нацизм, чем вам не обоснование, за что умирали эти люди? Знаете, там теория нацизма у нас это опять-таки идеологическое клише. Надо посчитать все-таки классика нацизма, и там немножко о другом. Подождите, что идеологические клише... черепа не мерили, газовых камер не было, концлагеря это были пионерские лагеря. Стойте, давайте так. Было, все было, конечно, также был и ГУЛАГ, и все другое, о чем я тоже знаю не из учебника, вот тех людей, которым там довелось побывать, да, которые вернулись, которые выжили с вот этой империи, огромной империи ГУЛАГ, да. Это я не цитирую Солженицына, это так уже просто название такое. Так что были лагеря, и был Талергов, и в Австро-Венгрии, где те, кто симпатизировал, скажем, идеям, русинским идеям, да, те, которые были в то время, их тоже сажали в концлагерь. И немецкие концлагеря были, и советские концлагеря были. Еще раз говорю, это было противостояние, глобальное противостояние империй, каждая со своей идеологией. И вот если сейчас отойти от истории, ибо давайте не будем брать пример с господина Путина, да, сейчас... Нет, мы сейчас, смотрите, мы сейчас на самом деле... копнуть еще более глубоко. Мы сейчас, смотрите, мы сейчас делаем на самом деле очень важный анализ, потому что, вот опять-таки, реалии сегодняшнего дня, да, говорит, останавливайтесь по линии, ЛБС, да, окей. Так а дальше что? Вот тут же очень важный момент, понимаете? То есть дальше что? Дальше цели СВО. Вот, понимаете? А дальше получается, значит, а у Украины будет армия? Какая из кого? Будет ли вот эти там параллельная армия создаваться 16-18 лет, которые через 5 лет будут супершрубовиками на фоне опыта вот этой войны, да, о том, что, такой зеле-югент условный, да, будет или не будет? Дальше. Оружие будет или не будет? То есть, будет ли демилитаризация? То есть, будет производство оружия или не будет? В каком количестве? В каких именно, масштабах? Окей, даже элементарно. А что будет с объектами? У нас будет стена условная, берлинская, да, вот такая, высокий забор между двумя территориями. Или будут какие-то контакты? Сейчас же, это же вообще цирк. Видите, что в Одессе происходит? Цирк. Значит, выходит Труханову, нарисовали ему паспорт. Говорит, вот твой паспорт, пошел вон, ты не гражданин Украины. Тут говорит, подождите. Говорит, так а вот же паспорт жены губернатора Кипера.
причем действующий, нормальный, вот он, смотрите, по базам бьются номера, все, а у меня не бьются, а у нее бьются. И вы как бы, ну давайте ж как-то, придите в чувство. Те говорят, жена, значит, ты там на мою семью, мы же мужики, давай там по-мужски, кипер, типа намекает, да, ему. Ну, какой-то цирк. А получится, это же очень важный момент. Это важный момент будущего. Будут контакты, не будут контакты. Как? Потому что украинцы получали российские паспорта. Миллионы российских паспортов выданы украинцам. Да? Миллионы, точно так же миллионы там получали документы Евросоюза. Да? То есть это же все надо урегулировать. Это все надо свести. Плюс идеология, плюс санкции, плюс вот эти паспорта, которые отбирают, предприятия, активы, которые разрушили, забрали. Это же все сразу нужно как бы переформатировать и переучреждать вот эти отношения. Вот же самый интересный момент, понимаете? И когда вот вы говорите, за что там погибали тогда, то есть тут надо тоже понимать, а за что погибают сегодня. Изменится ли Украина смыслово, то есть по смысловому наполнению? Тут сразу тоже много вопросов, но что касается Одессы и Труханова, это как пример, да, разъединения, да, и, не будем вспоминать о Конституции, да, то есть на которую никто уже не обращает внимания, к сожалению, да, который не то, что на паузе, гораздо хуже. Но пример единения есть почему. У нас почему-то все говорят о Труханеве, о положительных примерах единения не говорят. Не так давно состоялась свадьба, если я не ошибаюсь, дочери главного раввина России Барлазара и сына главы еврейской общины Одессы. Да, и заметьте, паспорта никто не спрашивал. Никто не спрашивал паспорта. Прекрасно в Израиле отпраздновали, да, то есть даже в то время еще война шла, там активная фаза боевых действий. Были гости с обеих сторон, там между собой они прекрасно ладили. Вот вам пример единения, но об этом почему-то не рассказывают. Рассказываю сейчас вот историю от Труханова, которая, конечно, не буду я сейчас об этом говорить, да, ибо опять о чем-то обвинят, да, но напомню, что в преддверии встречи Зеленского с Трампом сын Трампа возмутился и написал о том, что вот какой беспредел происходит на примере Труханова, да, там, в соцсети, что, конечно, не отразило отношение Трампа к Зеленскому, вернее, семьи Трампа, но и Трампа, конечно, в том числе. Да, но вот если вернуться к нашему разговору, вот этим историческим оценкам и к дню нынешнему, так это все как раз вот этой формуле так называемой СВО, которой Путин прикрыл полномасштабное вторжение. Вот это все там обозначено, ибо, по мнению Путина, его историческое, скажем, мировоззрение, так, или часть его мировоззрения, которое касается истории, оно исключает Украину как государство. И он апеллирует там, к каким-то историческим фактам. Да? Хотя можно посадить двух историков, они будут, с одной и с другой стороны, подожди, а почему исключает? Не болтунов. Украину, которая как антироссия, он исключает. А мы, получается... Он идет глубже. Он говорит вообще, что такого государства и не было. Как не было Украины без России, вообще это все одно государство, и придумали в австрийском генштабе Украину. То есть у него более жесткие заявления. У него различные заявления. Он же политик, да. Он говорит, что мы любим братский украинский народ, и тут же говорит, что никакой Украины там вроде и не было. Я недословно цитирую. Но по смыслу это же можно догадаться. И читает лекции там всем, кому, как Такера Карлсона до Трампа, да, исторические экскурсы. Там князей киевских. История это гораздо раньше еще. На территории Украины жили за 5-7 тысяч лет до Рождества Христова. Трипільська культура, памятники, которые по всей Украине там находят, и протогорода, в которых жили по 15, 20, 25 тысяч людей за различными данными, которые по территории Украины разбросаны, и которые датируются 3-5 тысячелетия до нашей эры. Юрий, мы же сами украинцы... Мы говорим... Мы же сами украинцы идиоты, понимаете?
Мы, украинцы, идиоты. Вместо того, чтобы брать, например, какие-то примеры цивилизации, да, там, присвоить себе, как Украине, сегодняшнему современному государству, там, Киевскую Русь, жить вот в таких моделях, мы сами выбрали Майдан. Кто не скачет, той москаль. То есть, вот мы же с вами сейчас крутимся вокруг одной и той же темы. Стержневая идеология. Ну так, а чем заменить Майдан? Заменили идеологию там, Советской империи, да, там, победы над Великой Отечественной. Хотя я, например, считаю, что Великая Отечественная и Вторая мировая разные вещи, надо их разделять, и там за разные люди воевали. Условно, советский солдат воевал за другое, когда шел по Европе на Берлин, да, и советский солдат воевал за совсем другое, когда освобождал территорию там, ну, вот этих земель, которые... А за что сейчас воюет российский солдат? За что воюет? За Как? цели СВО? Ну, за то, чтобы не было угрозы, которую декларирует украинское государство в отношении России. Какие там угрозы декларирует украинское государство? Я вас спрошу. Ну, подождите, Будапешт не выполняется, мы ядерную бомбу хотим назад. Мы там... Я имею в виду, значит, перед началом СВО. Это же было четко заявлено господином Рябковым. Это был сигнал предупреждения НАТО. Так вот, ребята, с НАТО и разбирайтесь, зачем вы уничтожаете так с НАТО и разбираются. города с российским населением, тот же Харьков. Так они разбираются. Так они разбираются, просто НАТО не пришло на эту войну. Или точнее, НАТО взяло украинцев и воюет через украинцев, поставляя вооружение НАТО, разведданные НАТО и все остальное НАТО. Начало не НАТО, да, начала Россия. И вот за что умирают здесь российские солдаты, для меня совершенно непонятно. С точки зрения идеологии России как государства. Ибо Путин, возможно, где-то проиграл в политический раунд с Западом, да, я имею в виду на Майдане. То есть не получилось вот этот проект Новороссия, сорвался он в последний момент. Хотя помните этот съезд, который был в Харькове, на который приехал Янукович, да, который потом, как мне кажется, сорвал тогда наш главный жидобандеровец, извините, как он себя называл, Беня Коломойский, да, который сейчас где-то в СИЗО пока пребывает. Так вот, сорвался этот план. А зачем тогда надо было бросать армию и бомбить вот эти города? Ну, я же разговаривал с харьковчанами, они не в шоке, они же дружили, они же ездили в Белгород, там ближние, у них там были друзья, там были уже родственные связи, это все, и они не могли прийти в себя и понять, за что и как, почему. То есть это необъяснимые вещи. Вот эти цели СВО, они же очень расплывчатые и туманны, ибо можно было другими методами влиять. Ну, проиграл Путин, ибо, как говорят, утверждают одни с одной и с другой стороны, как Кеннеди говорил о 5 миллиардах, которые выделили на украинский Майдан, да, а другие источники говорят о 5 миллиардах, которые Путин выделил Медведчуку. Ну вот лучше сработали миллиарды, которые выделили, наверное, на Майдан, вот против, да, вот пророссийских так называемых политиков. И Путин потерпел здесь какое-то политическое фиаско, решил отыграться в военном плане. Ну, дальше уже посмотрим. То есть тут уже вопрос, к чему это все приведет. Но давайте все-таки к целям СВО. Да? Так вот, эти цели СВО, они неотделимы, к сожалению, от нашей всей истории. Ибо не только вопросы, когда украинец шел против украинцев в разных армиях, и каждый считал, что воюет за свою Украину. И советский солдат считал, что воюет против фашистов за Украину, за независимость. И боец УПА, который воевал на стороне, там, скажем, в одно время, кстати, я должен напомнить, что одно время бойцы УПА, которые воевали на стороне немцев, они действительно считали, что они воюют за независимую Украину. Но когда убедились, что немцам никакая независимая Украина не нужна, они потом воевали против немцев в том числе. Да, то есть, это слишком много исторических факторов, чтобы это не признавать, о том, что это происходило. Но вот эти все вещи, они гораздо дольше тянутся. Да, вспомним времена Богдана Хмельницкого. Да? Давайте те времена вспомним, когда украинцы шли на украинцев, одни шли за российского царя, да? А другие шли за польского короля. А чем все закончилось? Напомню, Андрусівське перемирие, да? Вечный мир между Речью Посполитой и российским государством, Российской империей.
вся суть вечного мира – это был раздел Украины. Плюс, поскольку история России, идеология невозможна без Киевской Руси, российская казна расщедрилась, заплатили там не помню сколько, но на то время колоссальные деньги полякам для того, чтобы оставить за собой Киев. Вот это был вечный мир за счет Украины. Не напрашиваются никакие параллели с нынешней историей. Напрашиваются. Давайте о Будапеште в завершение 2 слова. Вот смотрите. Вообще, конечно, так вот, если посмотреть на Зеленского, который вышел на пресс-конференции, гора родила мышь. Ну вот, правда. Причем это все было понятно еще за день, когда вот был 2-часовой разговор Трампа и Путина. Вышел Зеленский, он достаточно... Вообще, что с ним происходит? Как-то он может, перелеты, может, еще что-то, может, как-то отек какой-то, лицо текло, опухло немножко. Вроде что он спортивный, там, да, вот как-то так выглядел. Ну, вот, специфически. Значит, ракет нет. Собственно, есть просьба о мире. О том, что давайте закончим вот так, как есть, и начнем разговаривать. То есть, это абсолютно не вот эта потужность. 91 год, и давайте все под ружье до последнего деда в последнем селе. Абсолютно не так. И, по сути, Зеленский предстает человеком, который сейчас ждет решения Трампа и Путина. Решения, я так понимаю, Будапештского. Ну, то есть, все. И выглядел он так на этом брифинге после всего. Знаете, что особенно обидно? После созвонов, группового созвона со всеми вот этими лидерами европейскими. Хотя, по идее, они должны были, вот этот факт созвона должен быть, усилить его, вот эту браваду, и там за забором Белого дома он должен стать перед журналистами и опять излучать, ну, в общем, какой-то оптимизм. Но тут же гадюка подлость подлезла. Стармер выходит и говорит: мы предлагаем США, мы предлагаем, британцы, разработать мирный план по модели Газы для Украины. И типа, Штаты, соглашайтесь. Смотрите, как классно. Тут в Газе мы отправляем своего этого бывшего премьера. Да? Здесь мы план разработаем такой же. Такое ощущение, что вот эти партнеры изображают соучастливость в поддержке Зеленского, а на самом деле его уже кинули, продали. Ну, просто сейчас финализируют, забирают, хеджируют риски, выводят прибыль. И конкретно там говорят: вот давайте, как в Газе, мы сейчас готовы, мы вот будем там заниматься, оставьте нам наши доли, по большому счету. Ну, а Зеленский, что Зеленский? Он, получается, ждет Будапешта. А Будапешт, похоже, состоится и станет отправной точкой к окончанию войны. Или нет? Чего ждете? Ну, на сегодняшний день, скажем так, это то, что произошло, и анонс Будапешта, и то, о чем вы рассказывали, это как бы очередной перевес, вот очередная волна, когда партия, так называемая партия мира, ну, партия мира, конечно, за счет Украины, за счет территории Украины и так дальше, в которой выгодоприобретатели, та же Британия, Соединенные Штаты Америки, что закреплено в соответствующих договорах, в столетнем договоре, который мы не знаем, там что там еще прописано между Британией и Украиной, да, вот в договоре о там редкоземельных, которые там подписаны с Америкой. Так вот эта партия, условная партия мира, она как бы вот сейчас сделала свой ход. Но мы помним, этих ходов было уже много. Потом делала свой ответный ход партия войны. Партия войны – это те, которые, скажем так, если упрощенно и грубо упрощенно, это те, которые собираются воевать Украиной до полного изнемождения России, которые не хотят договариваться. Вот. И что касается Зеленского, мне кажется, что томагавки это были томагавки, это символический топор войны. А вот закрытая часть, это было, наверное, разговоры о личных гарантиях. Ибо любое сейчас прекращение огня и возобновление политического процесса на том фоне того, все, что происходит в Украине, и вот те заявления, которые касаются там, ну, каждый день заявления о коррупции, нарушения Конституции, действиях ТЦК, там эти картинки постоянно, которые вот каждый день также появляются.
которые ничего не имеют ничего общего с Конституцией и которые надо чем-то оправдать, вот война это все оправдывает, да, война все спишет. А вот прекращается война в формате хотя бы заморозки конфликта, да, и сразу тогда политический процесс. И вот вы можете себе представить, какие риски сейчас возникают, внутренние риски в Украине во время этого процесса? А какие Они риски? могут быть гораздо риск гражданской войны. А кто с кем воевать и за что? Ну, если Майдан, знаете, вот... За Майдан воевать? 28 мая 2014 года я написал статью «Третий Майдан». И вот в этой статье написал, что если предыдущий Майдан это был там против, за Запад, там против русского мира и наоборот, да, то есть противостояние. Так вот, в третьем Майдане разлом пройдет в середине страны, за власть и против власти. И вот это уже будет разлом не территориальный, это будет разлом по каждой улице, по каждому дому, по поселку, по семье. Да? То есть те, кто поддерживает Зеленского, условно Зеленского или линию Зеленского, и те, которые слушают то, что он говорит, и вот это одни, а другие, которые говорят, да нет, это ж он же враг, он же чуть ли не соучастник Путина и так дальше. То есть мы же видим, какая риторика звучит с разных сторон. И на это все наложите массу человеческих трагедий, кучу несправедливости в отношении военных, которые тоже происходят. На это наложите еще так называемые СЗЧ, когда подразделениями люди уходили в СЗЧ, это, ну, как бы, это не я придумываю, это то, что я слышал, видел в сети, что утверждают, что уходили из-за того, что просто их отправляли на верную гибель командиры заради выполнения политических каких-то приказов, да, то есть в интересах политических каких-то, не знаю, там преференций. Флажок, да, флажок повесить, да. Да, вот что-то повесить. И вот представляете себе, какая масса людей, которые сейчас, это уже несправедливость, которая прошла уже по крови, прошла, по семьях, по уже не разделение там ценностей русского мира или Запада. Это уже совершенно другая вещь. И вот эту другую вещь, которая идет, вот этот разлом, конечно, будут подогревать. Даже Россия будет подогревать, и опять-таки те же политики наши, которые будут ориентироваться на разные геополитические кланы, на ту же Демпартию, на тех же республиканцев, да, грубо говоря, да, или на Лондон, или на Вашингтон, или там на Брюссель. Вот это все будет сейчас, это превратится все внутри, вот эта вся грызня. И вот удастся ли тогда сохранить в середине страны стабильность на фоне блэкаутов, на фоне холодной зимы и так далее? Это же огромный риск, который, наверное, Зеленский тоже понимает. Надо выборы, надо канализировать эту внутреннюю историю, внутреннее недовольство, чтобы люди шли и били друг другу не морды, а, например, урны пинали с бюллетенями. Ну, так только. Ну, да, надо канализировать, но удастся ли это, да, то есть это тоже такой вопрос очень сложный. Поэтому тут, наверное, не надо удивляться, что у Зеленского такой не очень респектабельный вид, да, ибо, ну, можно себе представить, я не говорю, что не подозреваю его в каком-то излишнем патриотизме касательно украинского народа и Украины, но я сочувствую ему лично, ибо он сейчас на таких растяжках, когда его личная безопасность, его семьи, его там близкого окружения и так дальше, это то, о чем, наверное, он переживает и о чем он пытается договориться от всей ситуации. Ну, наверное, так. Добрый вы, Юрий, человек, да, добрый, человеколюбивый человек. Я понимаю, что не все люди черные и белые, они ж, да, разные. Черно-белые, много оттенков серого. Да, есть еще зеленые. Есть еще зелено-серые, да. Юрий Сытник был моим... и другие, да. Да, Юрий Сытник был моим собеседником. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего хорошего. Друзья, берегите себя, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. Всем добра и света. Увидимся. До скорого.